Всех приветствую, давайте посмотрим, что происходит на криптовалютном рынке. Вместе с вами глянем на интересные новости. Видео начну вот с такого интересного графика, интересной метрики. Это волатильность биткоина, и она у нас на данный момент стала даже ниже, чем у индекса NASDAQ. Если же глянуть, что у нас было, когда мы были примерно в такой же ситуации, вот это было в 2020 году в последний раз. Давайте посмотрим, это был, получается, август 2020 года. Вот у нас график биткоина. Перемещаем его на 2020 год. Август, примерно вот здесь. Был достаточно продолжительный боковик, и после того, как данная волатильность закончилась, мы увидели резкое движение вниз. То есть снижение волатильности не означает, что скоро будет памп. Возможен также и дамп. Вот, например, в августе как раз это и случилось. А в следующей ситуации, когда также волатильность биткоина была достаточно низкой и близка к волатильности индекса NASDAQ, это был ноябрь 2020 года. И было это вот здесь, ноябрь 2020 года. Пониженная волатильность и также дамп вниз, дамп вверх. То есть движение у нас сильное произошло и в ту, и в другую сторону. И после всего этого действия, так сказать, цена все-таки вырвалась наверх. Как, в принципе, в августе. Получился дамп, но в конечном итоге цена пошла дальше вверх. Аналогичная ситуация может ожидать и нас на графике биткоина. Находимся в боковике, вполне вероятно движение вниз и затем наверх. В любом случае, каким бы ни был исход данной ситуации, он будет достаточно веселым. Также хочу порекомендовать вам отличную криптобиржу BinX. У нее сингапурская юрисдикция и нет обязательного прохождения KYC, то есть не нужно подтверждать свою личность документами, что особенно важно для трейдеров из России и Беларуси. Санкции там вас не достанут. Кроме спотовой и фьючерсной торговли криптовалютами с плечом до 125-го, на BinX можно торговать также и Форекс. Это различные валютные пары, также доступны индексы. Самые популярные из них это S&P 500, NASDAQ, Dow Jones. Также есть возможность торговли товарами, к примеру, нефтью, золотом и природным газом. Еще одной интересной особенностью биржи является копи-трейдинг. Если вы не уверены, что сможете самостоятельно торговать, то можно просто выбрать трейдера из списка на платформе, и его сделки будут автоматически копироваться у вас. Ну или если вы гуру трейдинга, то можете сами стать тем, кого будут копировать, и дополнительно зарабатывать еще и на этом. А теперь скажу пару слов о бонусах для тех, кто зарегистрируется по ссылке. В описании будет уникальный кэшбэк в 25% на торговую комиссию на целых 90 дней. Регистрируйтесь по ссылке в описании и торгуйте на бирже BinX. Также на этом графике есть волатильность золота. И касательно золота давайте посмотрим вот такую зависимость. Корреляция биткоина и золота. Как вы уже заметили, есть отмеченные области, где корреляция достаточно высокая. Такая же ситуация и у нас сейчас. В 2018 году во время этой корреляции цена пошла наверх, и после того, как она завершилась, данная зона, цена также пошла вверх. В 2019 пошли наверх. В 2020 году пошли наверх. И сейчас аналогичная зона у нас только наступила. Вполне вероятно подобное же движение. Например, в 2018-2019 году сначала был боковик, потом наверх, и сейчас у нас также боковик. И вполне вероятно, если данная тенденция будет отрабатывать так же, как мы видели на истории, цена может направиться наверх. Это что касательно золота. Но есть еще вот такой график зависимости. Это у нас корпоративные облигации. Наверху цена биткоина, внизу те самые облигации. Ну и как вы видели, здесь цветом уже указано. Мне нужно здесь даже рисовать какие-то стрелочки. Примерно на дне одновременно находятся оба графика. Было это раз, два, три, и сейчас четвертый случай, когда аналогичная ситуация присутствует на обоих графиках. И пики также совпадали друг с другом. Было несколько ситуаций, и последние наши пики в районе 70 тысяч также совпали с пиками тех самых корпоративных облигаций. Ну и стоит отметить, что здесь у нас график уже начинает немного заворачиваться наверх. Тот, кто загрузился по самые помидоры в лонги, я не знаю, начинайте молиться, что ли, на этот график. Возможно, это поможет. Но было ли дно на рынке биткоина и возможно ли оно уже сейчас? Давайте попробуем определиться, обратившись к истории. Вот 3 бычьих цикла биткоина. Я бы хотел сравнить, например, циклы 17 и 21 года. Это текущий цикл и предыдущий. Здесь очень многое совпадает. Например, исторический пик примерно в то же время после начала
восходящего движения мы видели в цикле 2017 года, и у нас примерно на тех же значениях завершился рост. Промежуточная остановка также в 2017 году была через 339 дней, а промежуточный пик нашего текущего движения был через 339 дней после начала восходящего движения. Если внимательно посмотреть, можно найти и другие совпадающие пики и локальные минимумы. Вот, например, сильное падение было в 2017 году, это уже, по-моему, 2018 год был, но цикл 17. И у нас примерно в те же дни был сильный пролив. Так к чему же я? Судя по продолжительности, 2017 год уже к тому времени завершился. Судя по графику цикла 2017 года, на 891 день образовался минимум, который мы больше уже и никогда не видели. У нас же сейчас уже 898 день. То есть вполне вероятно, что можно ожидать отсюда начала восходящего движения. В тот раз данные минимумы мы уже не увидели и пошли наверх. Сейчас также находимся на самых своих минимальных значениях, и вполне вероятно отсюда постепенный рост может состояться. Если же смотреть 2013 год и текущий, то здесь аналогичная ситуация. Дно в прошлый раз было через 779 дней, а наш минимальный показатель цены на данный момент, который не перебит, состоялся через 770 дней. Тоже графики очень похожи. Примерно в одно время были ценовые пики, промежуточные хаи. Вот, например, как здесь. Ну и лои пока также совпадают. Казалось бы, дно, закупайтесь, хотели распродажу, но нет. Многие сидят в страхе, по-прежнему у нас экстремальный страх по индексу страха и жадности. Сегодня цифра 20, вчера 22, на той неделе и на том месяце примерно аналогичные значения. Люди по-прежнему не особо верят в рост и ждут дальнейшее падение. В прошлые разы, я вам скажу, была примерно такая же ситуация. По крайней мере в 2017 году, и я это точно, четко помню. Также, кстати, сравнивают вот это треугольник и вот это треугольное движение якобы очень похоже вот с этим треугольником, и якобы также было поджатие и пробитие вниз. Но когда мы были на 6000, вот на этой грани треугольника, здесь никто больше не ждал снижения. Ну, по крайней мере, не знаю, 90%, наверное, топили за то, что все, это у нас полка, все, отсюда мы отскочим. Не может быть, что дальше провалимся. Но если провалимся, то немножечко. Но сделали уполовинивание. Вот так всех удивили. И здесь, кстати, на 3000 все ждали 1000. Никто не ждал здесь, что будет дно. Все ждали, все, 3000. Достигли, будем ждать 1000 и там перезакупимся. Но всех, как всегда, прокатили. Сейчас же ситуация, если не кардинально другая, но соотношение сил совершенно другое. Сейчас многие, наоборот, ждут. Сейчас мы провалимся, вот это та же самая ситуация, сейчас мы улетим вниз. Ничто, конечно, нельзя исключать, но в плане настроений здесь кардинально другая ситуация. Здесь ситуация больше похожа на ту, которая была уже на 3000. Как здесь на 3000 все были уверены в продолжении снижения, так и сейчас многие уверены, что будет продолжение снижения. Ну да ладно, давайте посмотрим еще новостей. И вот новость, как говорится, в тему. Исследователи узнали ожидания криптоинвесторов до конца года. Большинство опрошенных какой-то там компании Pulse ожидают, что биткоин будет торговаться в ценовом диапазоне 17 625 тысяч до конца 2022 года. Они думают, что продолжится такая же низкая волатильность. Почти 2/3, 65% розничных инвесторов назвали регулирование криптоиндустрии скорее привлекательным, чем отталкивающим фактором для покупки цифровых активов. И даже среди профессионалов за регулирование якобы было больше половины, 56%. Треть респондентов допустили тот факт, что эфириум будет круче биткоина по рыночной капитализации в ближайшие 2 года. Эту историю я слышу уже сколько знаю про биткоин. Всегда у нас эфириум вот-вот, сейчас станет первым, но это маловероятно. После просьбы выбрать одно слово для описания криптоиндустрии, инвесторы почти равномерно разделились между полярными вариантами. Понци, что в принципе означает пирамиду, и будущее. То есть половина думает, что это полный разводняк, а половина думает, что это будущее, и за этим будут все развивающиеся технологии. Можете в комментариях написать, что для вас биткоин, понци, либо это технология будущего. Глава SEC назвал криптовалютный рынок централизованным. Вопреки распространенному методу, для рынка криптовалют не характерна децентрализация.
Это следует из комментариев главы SEC Гэри Генслера. Он заявил, посредники извлекают выгоду из масштаба, сетевых эффектов и доступа к ценным данным. Хотя технологические инновации постоянно разрушают существующие бизнес-модели, централизация по-прежнему имеет тенденцию к возрождению. Она присутствует и на крипторынке, где есть значительная концентрация посредников. Он предупредил о необходимости соблюдать бдительность касательно сфер, где централизация и потенциальная экономическая рента выросли или могут увеличиться в будущем. И также допустил, что большинство криптобирж нарушает закон о ценных бумагах, добавляя в листинг незарегистрированные инвестиционные контракты. SEC никак не может разрулить свои судебное разбирательство с Ripple, а уже пытается наезжать на всех остальных. Но потенциально, конечно, любую крипту можно признать ценной бумагой, но вот доказать это пока не получается. Еще одна новость. Компания Apple ограничила использование NFT в приложениях. Apple обязали разработчиков приложений исключить использование NFT, которые не предусматривают возможность взимания комиссии за транзакции. Вот так вот. Они не против NFT, они против NFT, с которых нельзя поиметь баблишко. Запрет затронул невзаимозаменяемые токены, в том числе в виде кнопок, внешних ссылок или других призывов к действию, которые направляют клиентов к механизмам покупки, отличным от того, как это реализовано в приложении. Ну, здесь все понятно. В заголовке написано, что якобы Apple ограничила NFT, но на самом деле все в порядке, если с этого можно поиметь деньжат. Что, в принципе, логично со стороны компании Apple. Справедливо ли? Это другой вопрос. И еще одна, последняя новость, но достаточно крутая. Twitter разрабатывает собственный криптокошелек. Если это правда, и если это не просто слух и дойдет до разработки самого кошелька, то это просто суперская новость. По словам популярного технического блогера, гигант социальных сетей Twitter работает над прототипом кошелька, который позволит вносить и снимать криптовалюту. У них уже, кстати, запущена функция, которая позволяет пользователям давать чаевые блогерам в Твиттере. Но криптокошелька встроенного пока не было. История с Твиттером, кстати, достаточно, мне кажется, перспективная, с учетом того, что и Илон Маск, возможно, все-таки выкупит Твиттер, и он любит собачек, доги. Еще тут и слухи о том, что они кошелек внедряют. Я думаю, какое-то официальное подтверждение об этом может хорошо помпануть и саму крипту, и в частности монетку Доги. Кстати, напомню, что у нас последняя неделя октября, а значит 28 число у нас будет на этой неделе, это пятница, последняя пятница месяца. В этот день экспирация фьючерсов, которая может изменить ту самую низкую волатильность, повысив ее. Думаю, на этот день стоит обратить внимание. В целом, крипторынок, конечно же, не особо радует объемом, кроме стейблкоинов, биткоина и эфириума, только Ripple показывает торги за сутки более 1 миллиарда, на все остальные монеты пользователям, грубо говоря, плевать. Ну и теперь давайте перейдем к графикам. Биткоин, как я уже говорил, в течение месяца находится в боковике. Ничего интересного так здесь и не происходит. Единственное, кстати, что была вот здесь попытка пробить скользящую среднюю 50-ку на дневке, но она была неудачной. По-прежнему здесь структура предполагаемая не сломлена, оставляя ее без изменений. Это волна 1, находимся в коррекции в волне 2 и ждет нас рост в волне 3, ну и минимальная цель предыдущие пики. В общем, по биткоину нужно дождаться, куда все это дело будет пробиваться, и уже либо мы увидим подтверждение моего прогноза, либо нужно будет что-то скорректировать. Пока боковик нам дополнительной информации не дает. Если же смотреть эфириум, здесь аналогичная ситуация, также было движение вверх в район скользящей 50-ки. Также у нас здесь 3 волны вниз прошло в рамках предполагаемой волны 2. Если это правда так отыграется, то будет волна 3, 4, 5 как минимум. И минимальная цель здесь это предыдущий пик на уровне примерно $2000 за эфириум. До пробития начала предполагаемой волны 1 достаточно еще далеко. Не так, как на биткоине, но структура здесь аналогичная. Давайте еще посмотрим S&P 500. В последний раз, когда мы смотрели этот график в видео, вот здесь было предположение, что волна 1, 2, 3, и мы не сформировали волну 4, а пересекли пик волны 1, тем самым отменив данный сценарий. И если у нас прошло 3 волны наверх, я предположил, что это была волна-связка. Здесь также у нас было движение похоже на 3 волны, то есть 3, 3, и вполне вероятно, что C мы, может быть, даже уже и завершили. Либо еще одну волну нарисуем, поменяв 3-волновую структуру, 5-волновую.
будет 5 волн вниз и потом наверх, ну либо отсюда уже пойдем наверх, так как движение вниз, похожее на 5-ю волну, было уже. В общем, здесь меня пока предположение, что мы нарисовали зигзаг, и отсюда с высокой вероятностью будет рост. Давайте здесь отметку оставим, чтобы потом не забыть. Ну и тем самым, когда будет рост S&P, вполне возможно пойдет вверх и биток. Глянем еще несколько монет из комментариев. Монета RIF показывает неплохой рост относительно других, почти 5%. Ну а что у нас на графике? Давайте отдалим. Последний раз, когда я смотрел, предположил, что отсюда может быть разворот. Пока все это дело утверждается. Зона, докуда мы добили, была отмечена ранее. Прогноз у нас отыграл. Можно все это сносить. И давайте посмотрим, что теперь на данной монете может у нас случиться. Повышенный объем. Это, конечно же, радует. Он у нас может быть, кстати, в рамках волны 3. Именно повышенный объем подтверждает данную волну. Сейчас вполне вероятно мы находимся в 4-й волне. И хорошо бы удержать цену выше вот этих скользящих средних. Неплохо, что мы это пробили. Кстати, до этого безуспешно. Тени постоянно были откупные, но все-таки пробили. И сейчас тестируем сверху вниз. После завершения движения в рамках волны, предполагаемой волны 4, с большей вероятностью пойдем в волну 5. И зона у нас, это предыдущий пик вот сюда. Ну а зона, откуда мы можем развернуться, она у нас уже достигнута, как раз она и находится выше вот этих скользящих средних. Так, давайте посмотрим еще вот эти две монеты. Начнем с монеты, точнее продолжим монетой Icon. На недельках, если посмотреть, улетели мы вниз, и здесь мы не очень хорошо выглядим. Объемов особо нет, но вот небольшой рост, но пока здесь тенденция нисходящая. Попытались выйти, но прибили сразу же вниз и продолжаем торговаться без особых каких-то желаний к росту. В общем, я бы сюда пока не заходил. Если и заходить, то только после нормального хотя бы заходного импульса. На его откате рассмотреть лонги с дальнейшим ростом. И стоп за основание. Пока этого нет. Пока здесь тенденция нисходящая. Нужно будет понаблюдать, если прям хотите в эту монету залететь. Ну, либо где-то найти уровень для усреднения, если закупались выше. Я бы здесь пока не брал. И монета XRP, которая также интересна многим, судя даже по дневному объему, где он у нас он. Вот, единственная монета, которая интересует еще людей, кроме битка и эфириума. Но здесь тоже интересная ситуация. Мы пробили на дневках скользяшку 200-ку, закрепились над ней. Сейчас тестируем сверху вниз, и причем здесь неплохие тени. То есть мы подходим, пытаемся уйти вниз, но кто-то откупает и не дает уйти цене ниже, чем EMA200. Плюс повышенные объемы, что также может быть подтверждением волны 3. Данное снижение предположительно в волне 4. Находимся в зоне, откуда может состояться разворот. И первая целевая зона — это предыдущие пики волны 3 вот здесь, в районе 0.53. От текущих значений это у нас почти плюс 20%. Отмечу, что локально мы пока здесь в нисходящем движении, но зона для рассмотрения лонгов здесь подходящая. На этом все. Подписывайтесь на канал и Telegram. Регистрируйтесь по ссылке в описании на бирже BinX. Всем удачной торговли и счастливо!